какой силой натянута пружина динамометра, если вес каждого груза равен 1 ньютон? Весом рычага пренебрегаем. В этой точке 4 подвешены 3 грузика одинакового веса, 1 ньютон каждый. А в точке 6 подвешен динамометр. Надо определить, с какой силой натянута пружина динамометра. С точки зрения длины рычага даны просто размеры деления. Обозначим каждый размер, это буква длиной L. Они все одинаковые. Условия равновесия рычага. Первое. Для того, чтобы рычаг находился в положении покоя, необходимо, согласно первому закону Ньютона, чтобы результирующая из действующих сил должна быть равна нулю. Какие здесь действуют силы? С одной стороны действует вес P 3 грузиков, с другой стороны действует сила F. Сила P направлена в одну сторону, сила F направлена в другую сторону, потому что она удерживает этот рычаг. В любом случае, у нас еще есть сила реакции точки подвеса рычага. Она куда-то тоже направлена. И она, если все эти силы сложить векторно, получается, что сумма этих трех сил должна быть равна нулю. Этой и этой. Мы обозначим это реакцией R плюс F и плюс вот это P, векторное значение должно быть равно нулю. Судя по тому, что рычаг находится в равновесии, это условие выполняется. Теперь нам нужно рассмотреть еще второе условие. Это касается момент сил. Для того, чтобы рычаг не вращался, сумма моментов сил, действующих на этот рычаг, тоже должна быть, векторная сумма должна быть равна нулю. Что это значит? Это значит, что в одну сторону, смотрите, действует момент силы P, он направлен, скажем так, в положительном направлении. Берем за положительное направление это движение часовой стрелки. Пусть это будет вот так. Против этого движения направлена сила F. Момент силы направлен в эту сторону, против движения стрел. Этот момент силы P должен быть равен моменту силы F, для того, чтобы не было вращения этого плеча рычага. Давайте запишем значение момента силы P. Момент силы P. Поскольку модули их должны быть одинаковые, разница только в направлении. Можем сразу писать модули этих значений без векторных преобразований. Модуль момента силы F будет равен чему? Равен силы P умножить на вот это плечо. Вот плечо действия силы P. Равно. Запишем сначала P, что множится на сколько? На 4L. Это момент силы с грузами. Теперь момент силы динамометра запишем. Момент силы динамометра равен чему? Сила F, что множится на сколько? На 6. Как мы сказали о том, что для того, чтобы рычаг находился в состоянии покоя, не двигался и не вращался, модули этих моментов должны быть одинаковы. Их можем приравнять. P умножить на 4L, это момент силы P, должен быть равен моменту силы F. F, что множится на 6L. Как видно, сразу можно и сократить на L, поскольку это такие условные значения, главное, чтобы они были пропорциональны. Отсюда F будет равно P, что множится на 4 и делится на 6. Подставим значение P, получается 3 ньютона, множится на 4 и делится на 6. Можно сократить на 2. Здесь будет 2, здесь будет 3. И эту тройку сократим, тут будет единичка. Мы получаем F равно 2 ньютона. Для того, чтобы рычаг находился в равновесии, в данной схеме сила F должна быть равна 2 ньютона.